Дорогие белорусы, я обращаюсь ко всем вам. Год назад мы с вами требовали новые выборы. Прошло больше года, и вместо этого нам предлагают референдум, который не дает людям выбора. На самом деле это не референдум по Конституции, а референдум о недоверии Лукашенко. Если вы не согласны с беззаконием, которое захлестнуло нашу страну, давайте сделаем референдум недействительным. Так называемый референдум планируют провести в феврале 2022 года. Неважно, какие вопросы там будут. Да, мы понимаем, что этот референдум – фикция, призванная всех обмануть. Но мы не можем его проигнорировать. Имитация референдума создана, чтобы попытаться вернуть режиму утраченную после выборов 2020 года легитимность, создать иллюзию перемен для Запада и России, узаконить вечное правление приближенных к Лукашенко. Конституция начинается со слов «Мы, народ Беларуси, принимаем настоящую Конституцию». Можем ли мы принять основной закон в 2022 году? В Беларуси тысячи политзаключенных, независимые СМИ уничтожены. Публичное выражение мнения приравнено к экстремизму. Реальный выбор, который будет предложен белорусам на референдуме между Лукашенко и Лукашенко. Проголосовать за новую редакцию Конституции или голосовать против? Значит, согласиться с тем, что Лукашенко и его окружение будут определять будущее страны. А настоящим хозяевам страны, гражданам Беларуси, отводится роль молчаливых рабов. Но бойкот тоже не выход. Бойкот на руку существующей системе. Пассивные, разочарованные граждане, которые не участвуют в политике, это то, чего режим добивается репрессиями. Лукашенко нужна минимальная явка на референдум. И он будет счастлив, если на участке придут только лояльные и те, кого можно загнать силой. Поэтому демократические силы выработали общий подход к действию. В день голосования прийти на участок и сделать бюллетень недействительным. Поставить крестики напротив всех предложенных в бюллетене вариантов. Опустить бюллетень в ящик для голосования. Недействительный бюллетень – это официальное выражение вашей воли. Это действие означает, что вы против того, чтобы мы были страной с политзаключенными, что вы против насилия и бесконечных кризисов. Что вы за будущее, где ваш голос важен и ваша жизнь ценна. И достичь этого можно только вместе. Мы не позволим снова навязать белорусам молчание. Ведь именно благодаря тому, что мы не стали молчать в 2020-м, режим снова вынужден нас спрашивать. И даже если нас не хотят слушать, мы будем говорить громко. Мы будем действовать.